Представьте, что вы стоите в самом центре католического мира, на площади Святого Петра. Вокруг вас ослепительное величие мрамора, симфония форм и пропорций, созданная Бернини и Микеланджело. Вы слышите непрерывный гул тысяч туристов, смешанный с торжественным боем колоколов, чувствуете запах ладана, воска и дорогого парфюма, отражающегося от горячего камня. Вы поднимаете взгляд вверх, туда, где гигантский купол парит над Римом, словно корона христианства, но вы смотрите не туда, потому что настоящая история, та самая, от которой холодеет кровь и перехватывает дыхание, находится не в небесах, она прямо у вас под ногами. Всего в 10 метрах под подошвами заканчивается привычная цивилизация, и начинается царство теней, потому что Ватикан — самое маленькое, самое влиятельное и самое святое государство на Земле, стоит на гигантском слоеном пироге из человеческих костей. И это не поэтическая метафора и не красное словцо ради эффекта. Это сухой археологический факт. Под главным алтарем, где Папа Римский служит праздничную мессу, находится не просто фундамент. Там лежит хаос. Там скрыт целый город мертвых, огромный некрополь, который веками был запечатан, залит тоннами бетона и намеренно вычеркнут из коллективной памяти человечества. Но Земля — это архив, который невозможно уничтожить. Она всегда выталкивает свои тайны наружу, как старые осколки снарядов. В середине XX века, а затем и в наши дни, исследователи вскрыли этот пол, и то, что они увидели в свете электрических фонарей, заставило Ватикан содрогнуться. Это были не просто благочестивые кости святых, это были следы жестоких языческих культов, необъяснимые исчезновения тел, пустые гробницы, которые по документам должны были быть полными, и переполненные костницы, о существовании которых никто не знал. Так начинается спуск в преисподнюю Ватикана, где больше не работает вера. Здесь работают только криминалистика, георадары и холодная логика. И вопрос звучит предельно жестко. Что на самом деле скрывает церковь под своим фундаментом? Почему некоторые зоны раскопок до сих пор закрыты для посторонних под грифом «секретно», и чьи кости на самом деле лежат в пластиковых коробках на стеллажах подземных хранилищ? История этого грандиозного расследования начинается не с научного плана и не с кафедры университета. Она начинается со случайности и смерти. Февраль 1939 года. Европа стоит на пороге самой страшной войны в истории. Воздух пропитан тревогой. В Ватикане умирает папа Пий XI. В своем завещании он оставляет четкую, но крайне сложную для исполнения просьбу быть похороненным в священных гротах прямо под полом собора, как можно ближе к предполагаемой могиле апостола Петра. Рабочие Сан-Пьетрини начинают вскрывать пол в тесной крипте, ожидая увидеть плотный грунт, глину или остатки средневекового фундамента старой базилики Константина, но внезапно кирка одного из них проваливается в пустоту. Звук удара меняется мгновенно. Вместо глухого стука раздается гулкое протяжное эхо, которое бывает только в больших подземных пространствах. Рабочие замирают, потому что в суеверном мире Ватикана провал пола рядом с могилой первого апостола может считаться дурным предзнаменованием. Когда инженеры приносят мощные фонари и освещают образовавшуюся черную дыру, они видят не подвал и не склад, а настоящую мощеную римскую улицу, уходящую в темноту, по бокам которой стоят фасады домов с окнами, дверными проемами и крышами. Это становится шоком, потому что под полом главного христианского храма мира, словно в гигантской консервной банке, идеально сохранился целый квартал языческого Рима. После этого раскопки немедленно засекречивают. Новый папа Пий XII, человек прагматичный и скрытный,
дает разрешение на полномасштабное, но абсолютно тайное исследование. В течение 10 лет, пока наверху воют сирены воздушных тревог и падают бомбы, внизу, в полной тишине, археологи ползут по узким коридорам, вскрывая склеп за склепом и обнаруживая целый город — Ватиканский некрополь, который оказывается не просто кладбищем, а архитектурной капсулой времени, пугающей своей откровенностью, потому что здесь, стена к стене, лежат христиане и язычники, сенаторы и вольноотпущенники. А на стенах фрески, где Христос изображен в образе солнечного бога Гелиоса, соседствуют с египетскими божествами, дионисийскими сценами и символами смерти, разрушая миф о чистоте и изолированности раннего христианства и показывая, что это был кипящий котел, в котором плавились религии, страхи и суеверия древнего мира. В самом сердце раскопок, прямо под папским алтарем, археологи находят странную грубую конструкцию, названную в отчетах «Красной стеной». Примитивную перегородку II века, густо выкрашенную в багровый цвет и испещренную тысячами граффити. Имена, молитвы, символы, проклятия, настоящий древний чад, где паломники, рискуя жизнью во времена гонений, оставляли свои послания. Среди этого хаоса ученые находят крошечный фрагмент штукатурки с греческой надписью «Петрос Эни», которая может означать «Петр здесь». За стеной действительно находят кости, не аккуратный скелет, а разрозненные фрагменты, смешанные с землей и штукатуркой. Начинается детектив, полный ошибок и совпадений, потому что кости извлекает не археолог, а администратор собора, складывает их в коробку, убирает на полку, и о них забывают почти на 20 лет, пока в 60-е годы эпиграфист Маргерита Гуардуччи не распутывает этот клубок заново, находя коробку и назначая экспертизу, которая показывает, что останки принадлежат мужчине 60, 70 лет, коренастому, физически мощному, завернутому в пурпурную ткань с золотыми нитями, но с перебитыми берцовыми костями и полностью отсутствующими стопами, что идеально совпадает с преданием о распятии Петра вниз головой, когда палачи в спешке просто отрубили ступни. Археологи понимают, что смотрят не на святыню, а на улики жестокой казни, совершенной 2000 лет назад. Если взглянуть на географию, становится ясно, что базилика стоит на месте цирка Нерона, где после пожара Рима христиан превращали в живые факелы, и археологи находят в грунте углерод и костную крошку — пепел мучеников. Единственный немой свидетель этого кошмара — египетский обелиск на площади. Кажется, что это место продолжает притягивать смерть, потому что в 21 веке мир потрясает дело Эммануэлы Орланди, исчезнувшей в 1983 году, а в 2019 году вскрытие могил немецких принцесс внутри Ватикана показывает, что они пусты, и рядом находят скрытый люк, ведущий в бетонный бункер, доверху забитый тысячами человеческих костей, смешанных и сброшенных как мусор. Официальные объяснения не выдерживают критики, потому что это выглядит как профессиональная зачистка улик. Все это лишь подтверждает, что Ватикан — слоеный пирог из тайн, где под христианскими алтарями скрываются митреумы, святилище бога Митры с алтарями, желобами и следами кровавых жертвоприношений, и христианство не уничтожало эти места, а встраивало их в себя как пробку, затыкающую бутылку с древним языческим джинном. Современные георадары показывают, что исследовано лишь 15-20% подземелий, фиксируя замурованные залы и пустоты без доступа, но разрешения на вскрытие выдаются неохотно, потому что каждая находка меняет наше понимание истории, показывая, что под сияющим мрамором скрыта изнанка хаоса, боли и власти, и Ватикан — это айсберг, у которого на поверхности лишь малая часть,
а основная, темная и пугающая масса скрыта под землей. И остается только вопрос, готовы ли мы узнать, что лежит в самых глубоких слоях, или некоторые двери действительно лучше оставить закрытыми навсегда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.